Его надо заполнить. У меня много друзей, штук 10-15. Мы каждый день видимся. Михаил, 11 лет. В моем кругу общения около 7 друзей, и мы видимся достаточно часто. Михаил, 21 год. С друзьями я провожу не так много времени, как хотелось бы. Михаил, 36 лет. Кто-то эту историю уже прошел, а для кого-то она еще не написана. Но мы все рано или поздно с искренним удивлением для себя задаемся вопросом: а куда ушли наши друзья? Ведь совсем недавно сама цель существования заключалась в общении с ними. Достаточно было добежать до дома Ванька, заорать во всю глотку: Ванек, выходи! И мяч не забудь! и вот нас уже не двое, а целая орава сорванцов, готовая на разодранных картонках отправиться в космос, устраивать пальбу из деревянных веток во дворе или дразнить этих противных девчонок. И даже через 10 лет мы продолжали играть совместно со своими друзьями. Игры, конечно, становились немного другими. Это была настоящая легкость и свобода. Ведь ничего страшного, если ты пропустил пару встреч. Не нужно придумывать причину отсутствия, говоришь все как есть. Занят, не могу, не хочу, и друзья всегда понимают. Язвить потом правда будут, и в то же время ты можешь нагрянуть к ним нежданно и без предупреждения. И тебя всегда примут. С ними всегда легко, да и складывается все как бы само собой. Но, наверное, в этом все и дело. В свободе. Ведь ты всегда можешь уйти так же легко, как и пришел. По результатам исследования университетов Аалта и Оксфорда, где была проанализирована история активности 3 миллионов номеров сотовых, задачей было определить частоту и тип социального контакта. Оказалось, что до 25 лет количество социальных контактов непреклонно растет. Женщины совершают в среднем 17,5 контактов в месяц, а мужчины около 19. А далее, после заветного числа в 25 лет, наша социальная активность идет на уменьшение. И вот уже в 39 лет социальная активность мужчин равняется 12 контактам, а у женщин 15. Что же происходит с нашими друзьями? Или ключевую роль играют изменения внутри нас самих? Когда мы юны, у нас нет определенных интересов в жизни. Единственный сформировавшийся приоритет – это узнать мир и твари, его населяющих. Поэтому самым важным для нас становится общение. По сути, мы больше ничем не хотим, да и не можем заниматься, помимо того, как познавать других особей любого возраста. В этот период мы можем называть друзьями всех подряд. В это время люди напоминают пустой кувшин, где переливаются интересы из одного человека в другого. Так как объема еще предостаточно и мы не обременены обстоятельствами взрослых, нам интересно все. Лужи после дождя, птицы в небе, заборы у школы, деревья в лесу, крыши домов, горение костра. Вспомнили себя. Вот где-то с 14 до 30 лет начинается еле заметный процесс осознания приоритетов и интересов. Мы начинаем выбирать людей. Оказывается, интересы могут отличаться, иногда даже возникает конфликт из-за этих интересов. Так называемых не наших людей мы оставляем за пределами своего круга общения. Зачем тратить на них время, верно? Ведь теперь мы уже не дети и, к сожалению, вынуждены считать это дурацкое время. Поэтому фокус смещается на уже отобранных людей. Мы понимаем, что инвестировать нужно в первую очередь в них, как в надежный актив. Вот на них мы и готовы тратить свое время. Что опять это слово «время». К тому же, помимо осознания важности одних людей над другими, в наш кувшин добавляются всякие взросленческие обстоятельства. Пора сдавать важные экзамены, их так много для поступления в вуз, для получения прав, для получения работы. В нашем кувшине приоритетов появляются новые элементы, которые наполняют его объем. Более того, когда-нибудь фильтр времени проходит не только твой друг, но и твоя половинка. И вот к нам уже добавился еще один важный элемент, который необходимо холить и лелеять, иначе никак. Наш кувшин с беззаботностью обновляется домашним бытом, работой, увлечением, новыми знакомствами, спутником жизни, детьми. Появляются новые обстоятельства, которые перераспределяют наши приоритеты. И, конечно, времени для друзей мы выделяем меньше, ведь с ними куда проще отменить встречу, чем встречу по работе или дела семейные. И имеем ли мы в таком случае спрашивать,
куда они ушли. Уходили ли они вообще? Возможно, снижение времени на встречи есть закономерный результат развития человека ввиду осознания своих приоритетов. Иными словами, занятость человека в других сферах – это показатель его эволюции. Заметьте, я говорю о снижении времени, а не о забвении близких людей, которые помогали нам принимать все жизненные решения. Поэтому, когда в очередной раз ты проникнешься ощущением ностальгии об упущенных встречах с друзьями, то это всего лишь иллюзия такой потребности. Ты сам выбрал свой путь, сам расставил приоритеты, сам распределил время в своей жизни, и будь уверен, что ты бы это повторил. И потом, к чему вся эта хандра? Ведь если это была настоящая дружба, то она свободна, а значит, ты можешь прийти так же легко, как и ушел. Но нужно учитывать, что такое право входа-выхода дается не всем и не просто так. Социолог Эндрю Ледбеттер обнаружил, что чем больше было вложено в дружбу в юности, тем больше вероятность ее жизнеспособности в будущем. В его исследовании по-настоящему близкие друзья 1983 года продолжали дружить и в 2002. Другое исследование показало, что члены дружбы должны чувствовать самоотдачу, равную вложенным силам. Так что не пугайся своей собственной эволюции во взрослости, которая, как кажется, затмевает краски дружбы. Если ты был не паразитом в отношениях, а надежным участником, то что бы ни случилось, какие бы элементы твоего кувшина не теснили дружбу, она не исчезнет. В конце концов, дружба не требует частых встреч. Нужно быть с собой, с завидным постоянством. Рассказывай друзьям, подписывайся на канал, чтобы не пропустить похожие видео, и скажи мне, что обсудим на следующей встрече. Damn.